It's your turn to speak. Thank you very much. Thank you and good evening all people who speak Russian. Thank you for being here. Добрый вечер, большое спасибо. Для меня большая радость быть сегодняшним вечером с вами. И я приветствую всю русскоговорящую аудиторию. Всем добрый вечер. My name is William Amzallag and I am Generation Young. Меня зовут Уильям Амзалаг, и я отношусь к поколению молодых. Today we are going to do something different from last week. Last week we talked general. We have a broad review of all the concept and product. Today we're going to focus on two. На прошлой конференции, которая состоялась на прошлой неделе, мы разговаривали с вами обо всех продуктах. В этот раз мы не будем ее повторять, и мы сфокусируемся на двух основных продуктах. But before to do that, I just want to make a resume of how and why we age. Only 2 minutes. Я займу всего лишь 2 минуты для того, чтобы вспомнить об основных причинах старения. So we have 3 major causes of aging. Существует 3 основные причины нашего старения. The first one is DNA damage. В первую очередь, это нарушение ДНК. The second one is telomere shortening. Причина номер 2 – это сокращение длины теломеров. And the third one is the loss of our pool of stem cells. И причина номер 3 – это сокращение нашего хранилища стволовых клеток. Then today we are going first to focus on one of the products which is targeting DNA repair, which is called reserve. И одним из наших фокусов сегодняшних будет являться тот продукт, который называется резерв. И он направлен на восстановление как раз-таки нашего ДНК. Okay, if you see the word, and of course, reserve is about DNA repair. I'm sorry, okay? И резерв, в первую очередь, как я уже сказал, он сфокусирован на восстановлении нашего ДНК. So when you see the word reserve, and there is some similitude, something common with the word resveratrol. Когда вы видите название резерв, наверняка у вас возникает ассоциация со словом ресвератрол. So let's have a little about the story and the secret of resveratrol. Давайте обратимся к истории ресвератрола и раскроем его секреты. Everything started with a scientific concept called calorie restriction theory. Все началось с научной концепции, которая называется теория сокращения калорий. Scientists find out that if you eat less, you can live longer. Ученые открыли такой факт: если вы едите меньше, вы живете дольше. In terms of calorie, if you take 40% less calorie every day all your life, you are expecting to live 30% more than the average. И если мы говорим о вашей ежедневной норме калорий, то если вы сократите ее на 40%, тогда ваша жизнь удлинится на 30%. And this has been tested on millions of mice all over the world. По всему миру прошло огромное количество тестов, которые были проведены на мышах. And the result was always the same. Yes, the life of a mice can be increased by 40%. It's easy with mice because they don't live too long. We can see that very easily. И во всех странах результаты были одними и теми же. Мыши, крысы, которые у которых сокращали еду, которым давали меньше еды, они жили на 30% дольше, и это было легко проследить, потому что цикл жизни мышей, он гораздо короче, чем у людей. So the next step was, is it applicable to humans? Is it concept can be applicable to all the human being in the world? Вопрос, который последовал после этих исследований научных, заключался в следующем. Также ли это работает на людях? Можем ли мы применять ту же самую теорию на человеческой практике? Well, we find out that it was yes. The answer was yes, and we find that in many parts of the world. И ответ – да, причем
Доказательства этого мы видим в различных частях, уголках мира. And especially in the island of Okinawa, but not only there, we find also in Greece, in Sardinia, in some part of California, and probably in Russia and in China. Безусловно, мы все страны не сможем перечислить, но к таким странам, которые доказали эту теорию, подтвердили эту теорию, относится Япония. Также это было отмечено на острове Сардиния, в Калифорнии и наверняка где-то в России. So once we knew that is applicable to humans, the next step was to understand why calorie restriction will increase longevity. И когда теория была доказана, что да, сокращение калорий, потребление ежедневного калорий продлевает жизнь, тогда появился вопрос, каким образом сокращение калорий влияет на наше долголетие. So to understand that, we have to come back to the genes. Для того, чтобы понять, нам необходимо обратиться к нашим генам. We have 20 to 30,000 genes, but they don't work all together at the same moment. В человеческом организме насчитывается от 20 до 30 тысяч генов, но дело в том, что они не работают все одновременно. In fact, only 10% of the genes are working permanently. И только 10% наших генов работают на постоянной основе, не останавливаясь все время. In fact, and some of them the other one are sleeping, sometimes permanently, sometimes on a temporary way. А некоторые гены просыпаются, работают какой-то период времени, какой-то отрезок времени, и потом снова затихают. So there is a system in our body which activates the gene or will make the gene sleeping. And this is very important to understand. It's called methylation. It's a chemical reaction. Существует химическая реакция в нашем организме, которая пробуждает спящие гены, либо, наоборот, заставляет их снова заснуть. And you have to know also another point of life. Then we have, in fact, three layers of brain. We have three layers of brains. Like an ice cream with three balls. И дело в том, что у нас есть 3 части мозга. Вы можете себе представить, это как мороженое из 3 шариков. The first layer, the most ancient one, the one which have millions and millions of years, is called reptilian brain. К первой части относится так называемый мозг рептилий. The reptilian brain is responsible for the survival of the species, of the human species. Он отвечает за выживание человеческого вида. The second one on top, the second ice cream ball, is about emotion. It's called the emotional brain, which is more recent. Вторая часть мозга относится и называется эмоциональной. And that is responsible for all that we feel. И эта часть мозга отвечает за все, что мы чувствуем, за наши чувства. And the last ice cream ball is called the cortical brain or the cortex, which is the last one, which is our computer. И последний шарик мороженого, так называемый шарик мороженого, это наш внутренний компьютер, это кора головного мозга. Why I am telling you that? Because we have some genes which are in the reptilian brain, which are sleeping all the time. Почему я рассказываю вам об этом? Дело в том, что в нашем так называемом мозге рептилий есть гены, которые практически все время спят. They will only be active when there is a danger, and starving is a danger. Они активизируются только в том случае, когда нам грозит опасность. Наш организм воспринимает голодание именно как такой случай, как опасность, как вызов для жизни, опасность для жизни. And Professor David Sinclair from Harvard University find out that when you starve or when you are in danger, you have 2 genes which immediately are activated.
профессор Дэвид Синклер, который преподает в Гарвардском университете, сделал уникальное открытие. Оно заключается в том, что наш организм активирует такие гормоны, как сиртвен-1 и сиртвен-3, в случае, если мы голодаем. So when you are starving or when you are on a strict diet, these sirtuin are activated and suddenly all your body is stimulated. И когда активизируется ген сиртвен-1, то полностью наш организм получает очень мощную стимуляцию. And this is one of the reasons that the diet, eating less, will give you more energy, will boost your immune system, will boost everything, and finally improve your expectancy of life. Вот почему голодание приводит к тому, что у вас происходит просто взрыв, очень мощный, поднимается уровень энергии, у вас улучшается иммунная система, улучшается обмен веществ, ваши клетки быстрее восстанавливаются, ваша кардиосистема становится более выносливой, и таким образом просто ваши жизненные показатели повышаются. The problem is calorie restriction practical for all over the world? In another word, can we, I'm sorry, I think I go too fast. Okay. In other words, if we ask everybody to restrict their calorie level by 40%, does people will do it? Probably not. Но дело в том, что если мы обратимся к людям и скажем им, вам необходимо сократить дозу потребления ежедневной своих калорий, пищи на 40%, вряд ли, что все останутся от этого в восторге и согласятся сделать это. You know, David Sinclair tried to find an ingredient which mimic calorie restriction. И профессор Дэвид Синклер открыл элемент, натуральный элемент, который мог бы провоцировать в организме те же самые реакции, как если бы человек голодал. And one of the ingredients coming from the red wine did this job. It's called resveratrol. И одним из таких ингредиентов был ингредиент, обнаруженный в красном вине под названием resveratrol. And when you give resveratrol or red wine in big quantity to somebody, what happens, it has the same effect that if it was the person was starving. И когда человек получает большую, достаточную дозу resveratrola, эффект, который resveratrol оказывает на его организм, аналогичен тому эффекту, если бы человек голодал. Then we put a major also other major antioxidant to do a formula which was not only resveratrol but much more than that, and maybe you can list the product if the slide stay by itself. Дело в том, что основным ингредиентом резерва является resveratrol, но для усиления эффекта очищающего антиоксиданта, потому что резерв является мощнейшим антиоксидантом, в него были добавлены следующие ингредиенты. Это голубика, сок асаи, экстракт из косточки винограда, вишни, алоэ вера, гранат и зеленого чая. So from that we have a product which is absolutely unique, and it's not unique because of the product, but because also of its bioavailability. И этот продукт является совершенно уникальным не только по своим составляющим, по своим ингредиентам, но и потому, как он усваивается. You know, we have two problems when we give product, any kind of food supplement. Is first, how the product will cross the intestinal barriers, and the second point, how the product will go inside the cells. И когда мы употребляем какие-либо БАДы, возникает всегда два вопроса, относящиеся к эффективности. Как этот продукт преодолеет барьер пищеварения, это раз. И вопрос номер два, как быстро и эффективно он проникнет в кровь и, как следствие, в клетки нашего организма.
So for crossing the intestinal barriers, we have a test which is called the ORAC test, which many product will show advertising that they have a good ORAC test, which means that the product is going inside the digestive system, which is good. Ресвератрол прошел на отлично. Тест на пищеварительный тест, он усваивается организмом очень быстро. But it's not enough, because once it crossed the intestinal barrier, it have to go to the blood, which obviously will go, and then it will have to cross the cell's membrane. Но на этом дело не заканчивается. После того, как резерв был усвоен желудком, был переварен желудком, есть следующая стадия. Питательные элементы попадают в кровь, и барьер номер 3, как из крови, они попадают в клетку, как они преодолеют оболочку клеточную. So the only test which can show that the product crossed the cellular membrane is called the CAP-E test. И единственный тест, который проводится на усвоение микроэлементов именно клеткой, называется CAP-тест. And we have a CAP-E test which is maximum, which prove that the product is crossing the cellular membrane. И ресвератрол, опять же, резерв прошел на отлично этот тест и показал то, что он усваивается, микроэлементы, входящие в резерв, усваиваются на клеточном уровне. So this is why we can say that we are quite unique in this field. Вот почему можно сказать то, что этот продукт является уникальным в своем роде. You see, the first quality of reserve is antioxidant, because all the antioxidant that we put inside. Функция номер 1, которую выполняет резерв, это антиоксидант, потому что все ингредиенты, входящие в этот продукт, являются мощнейшими антиоксидантами. The second thing is its increased memory, because of the broad antioxidant and the broad action of resveratrol. Резерв обладает огромным количеством способностей, будем так говорить, и за счет ресвератрола он очень сильно и хорошо улучшает память. Then it will boost energy and endurance in muscle cells. Помимо этого, он повышает энергию на клеточном уровне и также повышает мышечную выносливость. But it will also enhance muscle strength. Помимо этого, повышается ваша сила мышечной ткани. It will decrease fatigue, and this is very important, especially for people who are working in front of a computer or an iPad or an Android. Также он снижает усталость, что очень важно для людей, которые постоянно работают за компьютером, постоянно со включенными телефонами, либо айпадами и так далее. You know, now there is a big symptomatology or pathology coming from looking all the day to small items like iPhone, like all these things which you have to concentrate enormously to read all the day, and that will damage your vision. Дело в том, что в наше время очень много людей постоянно смотрят на маленькие иконки, на маленькие буквы, цифры на экранах своих компьютеров и телефонов, что очень сильно и плохо сказывается на их зрении. And reserve can help strongly on that. А резерв может очень хорошо помочь и с этой проблемой, поскольку при его употреблении улучшается зрение. And it has been proven also that because reserve is working on all the muscles and all the energy in the muscles, it will naturally improve coordination between all the muscles. I'm not sure that everybody can do what you see in this picture, but we can try. I tried. I failed myself. I couldn't do it. Okay, I'm sorry to interrupt you. It's okay. Было доказано то, что резерв действует на все наши ткани и все клетки в нашем организме, поэтому у вас, помимо улучшения зрения, улучшения памяти, улучшится также и координация. Доктор Амзаллаг не гарантирует то, что каждый из нас сможет выполнить такую стойку, но тем не менее мы можем попробовать.
So, and finally, all that and the accumulation of all that will make that it enhance longevity, and that has been proven, constantly proven. И если мы подведем итог, то общее воздействие резерва сводится к тому, что продлевается наша жизнь и употребление резерва ведет к нашему долголетию. So a reserve you can take 1 a day, you can take 2 a day, you can even take 3 a day. The usual dose is 1 a day. Обычная доза резерва – это одна упаковка, один пакетик в день, но при особом желании можно поднимать ее до 3 пакетиков в день. Но зачастую это 1-2 пакетика. You can take it at any moment of the day, but of course, because it's a little sweet, we don't recommend to take it in the middle of the meal. It can be before, it can be after, it can be during the afternoon, it can be in the morning, it doesn't matter. Дело в том, что вы можете употреблять резерв в любое время, когда вам это удобно, нет каких-то ограничений. Это утро, сугубо утро, день или вечер. Единственный момент то, что у него натурально чуть-чуть сладковатый вкус, поэтому не рекомендуется употреблять его вместе с едой. Пусть это будет до еды, после еды, как вам больше нравится, как вам удобнее. Ну, вот единственная такая маленькая рекомендация. The small amount of carbohydrate which is inside doesn't stop any diabetic to take it because the amount is very, very small. Очень небольшое количество углеводов содержит в себе резерв, поэтому он не противопоказан даже диабетикам, которые очень строго следят за своей диетой. There is absolutely no side effect, absolutely no counterindication, and even kids can take it, and even small children. У него нет ни противопоказаний, ни побочных эффектов. Его могут принимать люди всех возрастных категорий, вплоть до детей. So for the small children, you give them 1/3 or 1/2 of the pack, of course, when they are under 8. До того, как дети достигли 8 лет, рекомендуется давать им 1/3, либо половинку пакетика, не целый пакетик. The flavor is very good, and all the kids love it. На вкус резерв очень приятный, и дети его просто обожают. So it's a very unique product which do DNA repair, which is a strong antioxidant, and that everybody can take. Этот продукт, как уже было сказано, обладает очень приятным вкусом, но помимо этого он очень мощно является мощнейшим антиоксидантом и восстанавливает наше ДНК, поэтому рекомендуется его принимать. And remember, it can help you to lose weight. И также не забывайте то, что он может помочь вам в снижении веса. So let's go now to the second part of our webinar, which is the skincare line, the Luminesce line. Давайте приступим ко второй части нашего вебинара, который будет освещать косметическую линию по уходу за кожей. So we have to retain 2 words, stem cells and growth factors, and we're going to talk all the time about these 2 words. Здесь самое главное запомнить несколько слов. Это стволовые клетки и фактор роста, потому что именно вокруг этих словосочетаний будет будет сконцентрирована вся презентация. You see, all the Jeunesse story started with Dr. Nathan Newman about 5 to 6 years ago. История Jeunesse как фирмы началась 5-6 лет назад, и началась она именно в кабинете доктора Ньюмана. Dr. Nathan Newman is a dermatologist and a cosmetic surgeon who live in Beverly Hills, California. Доктор Натан Ньюман является дерматологом и косметическим хирургом, который живет в Калифорнии, в Беверли-Хиллз. He became very known all over America because he became a leader in the stem cells technology. Его имя известно во всех штатах и во многих уголках мира за счет того, что он открыл уникальную технологию стволовых клеток. He have been interviewed by all the biggest, TV in the world and in America with CNN, NBC, CBS.
Интервью о нем и репортажи о его подходе к лечению транслировались по ведущим каналам как в Соединенных Штатах, так и за их пределами. So he invented a new technology called the stem cell lift, which is medical, by the way. It's not the one that we are using. Он изобрел технологию, которая называется лифтинг стволовыми клетками. So from what I'm going to explain you, from this technology, our Jeunesse technology was born. Это его уникальная запатентованная технология, но через его технологию родился уникальный продукт Jeunesse. What he did is something which is revolutionary in the medical field. Он сотворил настоящую революцию в медицине. Well, he was using stem cells. Зачем же он использовал стволовые клетки? So the stem cells very quickly are cells which are unique because they can differentiate or they become different type of cells as you wish. В чем же заключается уникальность стволовых клеток? Дело в том, что они могут становиться клетками абсолютно любыми. Это может быть мышечная ткань, это может быть печень, это могут быть суставы, кости, хрящи, все что угодно. And when they are somewhere, they have the ability to restore function to the tissue where they are. И та ткань, в которую они попадают, они имеют такую способность, как восстановление. Они могут восстановить все процессы, здоровые процессы в той ткани, в которую они попадают. So when you understand that, you are going to understand what is doing, because he's using your stem cells, everyone's stem cells. Когда вы это поймете, станет понятно, как же работает его технология, потому что он работает непосредственно со своими клиентами, и для их лечения он использует их собственные стволовые клетки. You know, there is 30 years that we are using for leukemia, for instance, what we call bone marrow transplant. И вы знаете то, что в некоторых заболеваниях мы используем такой элемент, как трансплантация. This is how it works. И вот как она работает. Some people who have leukemia, we burn all his immune system. Люди, которые болеют лейкемией, их иммунная система, она просто подавлена, она плохо функционирует. So once we do that, he have to be in a sterile environment, of course, because he can die from any small infection, okay? И их иммунная система находится в подавленном состоянии, поэтому среда их обитания должна быть, этих людей с таким заболеванием, должна быть буквально стерильной, потому что человек может умереть от любой инфекции. So when we find the proper donor, the one who have the same type of cells than him, we will take from the bone marrow of the donor and re-inject that in the bone on the marrow of the person who is sick. И тогда идет поиск подходящего донора, того человека, клетки которого будут сочетаться с клетками больного человека, и тогда делается инъекция из здорового организма, извлекаются клетки и делается инъекция в организм больного человека. And this is why we save hundreds and thousands of people from leukemia by doing bone marrow transplant. И за счет вот этой вот так называемой трансплантации были спасены сотни тысяч людей, больных лейкемией. And why I'm telling you that? Because in fact, a bone marrow transplant is simply a transplant of stem cells. И по сути дела, эта трансплантация является трансплантацией как раз-таки стволовых клеток. The only problem is because the stem cells is come from somebody else, you have to find the right person, and it's not easy to do it.
И эта трансплантация происходит из костного мозга. Это стволовые клетки донора, которые извлекаются из его костного мозга, и делается инъекция в костный мозг больного человека. Именно за счет того, что это стволовые клетки другого организма, очень нужно аккуратно подходить к этой процедуре, потому что эти клетки должны сочетаться, они должны быть совместимыми. But now we find out that we have stem cells everywhere in our body and we can reuse it for our own interest. Однако ученые сделали открытие, то, что у каждого из нас существует запас стволовых клеток в организме, и мы можем его использовать в своих интересах. We cannot do it for leukemia because we have first to burn our cells, but we can do it for a lot of other things, and especially if we take the stem cells from the fat. И, возможно, мы не сможем вылечить всех больных лейкемией, и человек не может сам излечиться, потому что, когда он заболевает, у него идет как раз-таки недостаток этих стволовых клеток. Однако те стволовые клетки, которые содержатся у нас в жировой ткани, их можно использовать, потому что их действие просто уникально. And this is what Dr. Newman did, because as a cosmetic surgeon, he was doing lipoaspiration, liposuction every day, and he was seeing all this fat going to the garbage, and he was really disappointed not to be able to use this fat, which contain a lot of stem cells. Доктор Ньюман проводил ежедневно огромное количество операций по липосакции, что, вы знаете, является удалением жира из человеческого организма. И ему было весьма печально смотреть на то, что эта жировая ткань уходит, грубо говоря, в мусорные контейнеры, потому что как раз-таки жировая ткань содержит огромное количество стволовых клеток. And thanks to his work of pioneers and other, we find out that the fat stem cells extraction was one of the best invention of the year. Когда было сделано открытие о том действии, которое производят стволовые клетки, журнал Time назвал это открытие одним из величайших за тот год, когда оно было сделано. And that's why he became very famous, and that's why Randy and Wendy come to visit him 6 years ago. Это было 6 лет назад, и именно после того, как он так хорошо засветился, Рэнди и Венди, основатели компании, поехали в его клинику. So what he was doing to all his patients is to take their stem cells and to re-inject from the fat first, and to re-inject the stem cells in the face, and you're going to see now of some of the results. Что же делал доктор Ньюман? Он со своими пациентами, он извлекал стволовые клетки из их же жировой ткани и делал инъекции. После того, как он отделял жировую ткань и стволовые клетки, он делал инъекции уже чистых стволовых клеток человека в его лицо. И сейчас вы сможете увидеть несколько примеров до процедуры и после. So you see one example, there is a second one now. As you see, after only 2 days, you can see the difference. I promise you, there is no Photoshop. It's absolutely transparent what he did. Вы видите пример номер 2, и здесь до и после отделяет всего лишь 2 дня. Я могу вас заверить, что здесь нет никакого фотошопа, и это действительно результаты лечения стволовыми клетками. And no makeup, absolutely no makeup. И здесь даже нет косметики на лице у женщины. Look at these results. Только взгляните на эти результаты. Look at this one here. Посмотрите на это. Первое это до процедур, затем это после 6 недель и через год. Look at that also when you see the fine lines here. Посмотрите на эти старческие линии, на вот эти вот глубокие морщины, и то, что вы видели после, это всего лишь через 2 месяца. Now, this is the most difficult on men, is to do that, around the nose, and this is very difficult with cream or even surgery, and we can do that with stem cells.
Вы видите, какие проблемы были с носогубками у этого мужчины, и после полутора лет прохождения этой терапии вы видите, какие результаты. This is a lift only of the nose, only with stem cells injection, no surgery. Эта девушка не делала операции на нос, ей были сделаны только инъекции как раз-таки стволовых клеток, и вы видите, какие прекрасные результаты. This is a cancer of the maxillary. You know, they have to take some bone, and 2 years after, only with stem cells, the bone has been rebuilt. У этого человека был рак костной ткани, и вы видите то, что после 2 лет, вы посмотрите, как восстановилась костная ткань, и это без операции как раз-таки на вот эту пораженную раком кость, область, это только инъекции его собственных стволовых клеток. Then again, you know, you have this one also, which has been reconstruction after surgery of the bone of the maxillary. У этого мужчины была операция на одной из костей, и вы видите, как прошла адаптация, как прошло заживление после операции. And this is again a stem cell lift of the nose. И снова здесь обратите внимание на нос. Не было пластической операции, это только инъекции. So there is many examples of that. So what Dr. Newman did, he tried or he wanted to do some serum which have a follow-up effect. Means at every patient which he did this injection, he gave them a little bottle to put on her face every day. Примеров такого лечения по технологии доктора Ньюмана огромное количество, но он не остановился на этом достижении и разработал специальную сыворотку, которую он давал своим пациентам после проведения этих инъекций для того, чтобы кожа, лицо выглядели лучше, для того, чтобы закрепить эффект как раз-таки вот этого вот лифтинга стволовыми клетками. And that's where the Jeunesse story started, and I will tell you how. И как раз здесь начинается история компании Jeunesse, и я сейчас вам ее расскажу. Because Randy Ray, our owner, our president and founder, was in his office at this moment. Рэнди Рэй, который является президентом и сооснователем компании, находился в офисе у доктора Ньюмана на приеме. He was there for his knees because he needs some stem cells injection in the knee. Он попал к доктору Ньюману, потому что у Рэнди были проблемы с коленом, и он пришел к нему на терапию для того, чтобы провести инъекции стволовыми клетками в колено. And he saw this little bottle in his office and he said, Dr. Newman, what is that? И внимание Рэнди привлекли маленькие баночки на полке у доктора Ньюмана, и он не удержался и задал вопрос: «Доктор, что это за баночки?» And Newman told him, this is a product that I give to my patient when they go home to put on their face twice a day. Ответ последовал: это сыворотка, которую я даю своим пациентам, чтобы они наносили ее после проведенных инъекций 2 раза в день. And Dr. Newman smiled and told him, no, there is no stem cells in this bottle. Однако доктор Ньюман подчеркнул, что в этой сыворотке стволовых клеток нет. Because stem cells are fresh cells, and fresh cells cannot survive outside their environment or in a very special nutrition media. Дело в том, что стволовые клетки не могут жить вне организма человеческого, либо вне специальных условий. Им нужны очень специальные лабораторные условия для того, чтобы они выжили вне человеческого тела. So what for? Randy was a little disappointed because he understood that this serum do not have any stem cells. He said, so what for? What good it is?
Рэнди был немного расстроен этим известием и, откровенно говоря, разочарован. И тогда у него возник такой вопрос. Хорошо, если там нету стволовых клеток, чем же хороша эта сыворотка и зачем ее применять? And the answer make Jeunesse famous. And the answer was the following. Ответ был следующим, и именно этот ответ сделал Jeunesse весьма знаменитой компанией. There is no stem cells in this bottle, but everything in this bottle is produced by the stem cells. Несмотря на то, что в сыворотке не содержится стволовых клеток, то, что основной ингредиент, который содержит в себе сыворотка, он произведен стволовыми клетками. Let me explain you how, and let's go from the beginning. Давайте я объясню вам, как это работает, и мы начнем с самого начала. I will show you a picture that Ellen doesn't like, is when you started to do liposuction, okay? It's nothing. The person doesn't sleep. It's not, absolutely not painful. It's disgusting. Я сейчас покажу вам не очень приятный слайд, который запечатлел элемент липосакции. Это операция по извлечению жира из человеческого организма. So first, Dr. Newman take approximately 400 milliliters, which is like half a bottle, of fat. В первую очередь доктор Ньюман извлекает где-то около 400 миллилитров жира из человеческого организма. So after that, he put that in a special machine to separate the fat from the stem cells. После этого жировая ткань, извлеченная жировая ткань, попадает в специальную машину, специальное устройство, которое отделяет жировую ткань от стволовых клеток. So once he do that, he re-inject the stem cells to his patient, to the same one, but he keep a little for Jeunesse. После того, как была произведена эта процедура, стволовые клетки, извлеченные из жировой ткани пациента, они в виде инъекции снова попадают в его организм. Однако после этих процедур остаются стволовые клетки, извлеченные из жировых тканей, и тогда уже идет производство особого элемента, который используется в сыворотке Jeunesse. So he put a little quantity, a very small quantity of these stem cells in a media gel, a special gel which is nutritional, and he wait 1 week. During this week, these stem cells will duplicate and duplicate like crazy by millions. Доктор Ньюман кладет буквально мизерное количество стволовых клеток в специальный раствор, питательный раствор, питательный гель, в котором на протяжении недели стволовые клетки делятся и размножаются просто с неимоверной скоростью. And during this time, you know, he did all the tests, to bacteriological tests and all the tests to be sure that this product is totally sterile and have no problem. На протяжении этого времени, пока не размножается, доктор в своей клинике проводит все возможные тесты и испытания, в том числе и бактериологические, для того, чтобы убедиться, что продукт является абсолютно чистым, здоровым. So after 1 week, he will extract the media. I'm saying the media gel, and I will explain you why. После того, как стволовые клетки размножались на протяжении недели, из этого раствора, из всей этой массы извлекается именно раствор, в котором они размножались. И я вам объясню, почему именно раствор. So in this gel, there is no fresh cells, there is no stem cells, but there is molecules which we call growth factors. В этом геле после этой процедуры, в этом геле больше нету стволовых клеток, однако он очень насыщен такой молекулой под названием фактор роста. So let me explain you very simply what are growth factors and why we have these growth factors, which are molecules, peptide, in this media gel.
Давайте я вам объясню, что же такое фактор роста, зачем он нам нужен и как это работает. Let's go back to the basic, okay? Давайте вернемся к самым основам. Do you know that computer communicate? Obviously, we are here communicating with you by computer, by Skype, or by webinar, whatever, but we are communicating between computers. Вы знаете прекрасно то, что компьютеры сообщаются между собой. Доказательством этому служит тот факт, что мы с вами общаемся сейчас на этом вебинаре, и здесь участвует огромное количество компьютеров. You know, also, dolphins communicate. You know, it's special wavelengths that they do between them, and they really speak together. Вы наверняка также слышали то, что дельфины между собой общаются. Они издают особые звуки на особой частоте, и они действительно практически говорят между собой. But also plants communicate. We know that because of phytochemicals that they send, they can be jealous, they have story, they have love story. Some plants are nasty. We know that now how they communicate. Было сделано также открытие, о котором вы, может быть, не знали. Даже растения общаются между собой. Иногда у них происходят любовные истории, и есть растения очень неприятные, очень недоброжелательные, и это действительно так. And cells also between them, they absolutely communicate all the day, 24 hours a day. Помимо этого, даже наши клетки общаются между собой. И что удивительно, они делают это на протяжении суток, 24 часа в сутки, каждый день и буквально каждую секунду. And this is called signaling. It's a science which shows how molecules and cells communicate through special molecule and through special receptors. Они подают друг другу особые сигналы, которые возможны за счет присутствия молекулы, как вы видите на слайде. So why am I telling you that? И зачем же я вам это рассказываю? Because stem cells all have a language that they speak with one to another, and they speak when they are together for 1 week in this gel. They speak and they speak and they speak. И дело в том, что когда молекулы, как они называются? Нет. Когда стволовые клетки находятся в этой пробирке, в геле, они взаимодействуют между собой, они разговаривают. And when they talk, they ask the cells to produce growth factors. И когда происходит эта коммуникация, сообщение между клетками, они производят фактор роста. Okay. Growth factors are specific molecules to train to do specific job. Фактор роста является особой молекулой, которая выполняет определенную работу. They are not hormones. Absolutely not. Nothing to do with hormones. Обратите внимание, то, что это не гормон и никакого отношения к гормонам фактор роста не имеет. They are proteins, peptide. We call them peptide. They are special peptide which are trained to do a specific job, but this job is being done locally. In wherever they're born, they do the job there. They don't travel. Обратите внимание, то, что это белок, это особый пептид, который выполняет очень важную роль в организме. И выполняет он эту роль на том участке, на который он был нанесен. Он не путешествует по организму, мы сейчас говорим о факторе роста. Он работает там, куда вы его нанесли. So we have hundreds of different growth factors, which everyone have specific job for every cell. В нашем организме работают сотни факторов роста, каждый из которых выполняет определенную функцию, определенную роль. So when they are manufactured, they go inside the cells to repair, to maintain, to refresh, to rebuild everything which is go wrong. You remember I told you about maintenance service. This is the maintenance service. Если вы помните, вначале мы говорили о службе
так называемой службе поддержки. Как раз-таки фактор роста обеспечивает эту функцию. Когда молекула повреждена, если ей чего-то не хватает, как раз-таки фактор роста, за счет фактора роста она дает об этом знать, и начинаются процессы восстановления, регенерации, обновления. So also they stimulate cells reproduction to reproduce, the cells to be reproduced, and they attract new stem cells to come. Также фактор роста побуждает клетки репродуцироваться, возобновляться и привлекает стволовые клетки к тем тканям, где это необходимо, где необходимо восстановление, где необходимо лечение. So some people told me and sent me emails, said, "Oh yes, but is that not a cause of cancer if we can help a cell to proliferate?" Однако доктору Амзаллагу поступает большое количество электронных писем с вопросами, а если мы используем вот этот фактор роста, не вызовет ли это возникновение рака, ведь мы помогаем клеткам восстанавливаться и регенерироваться? No, the answer is no, and it has been many publications which show that a group of growth factors have exactly the contrary. It means it protects against cancer. Ответ нет, потому как фактор роста, он как раз-таки препятствует возникновению рака. So yes, when you have a cancer, already a cancer, the genes and the DNA has what we call mutation. But on a normal person, growth factors cannot induce any cancer. Дело в том, что когда человек уже болеет раком, уже болен раком, в его генах, в его ДНК происходит определенного рода мутация. Но если здоровый человек использует фактор роста, то это ни в коем случае не может вызвать рак. Don't forget that growth factors are natural compounds which exist everywhere in our body. Не забывайте о том факте, что фактор роста является абсолютно естественным, натуральным элементом, который присутствует в организме каждого человека. So in the serum we have more than 200 different growth factors. В нашей сыворотке содержится более чем 200 различных факторов роста. And I give you just here some example of, because it's very complicated to list every one of the growth factors. You see one stimulate collagen production, one will stimulate fibroblast collagenase, one fibronectin, and everyone have a very specific job. Довольно сложно перечислить все функции, которые выполняет все эти более 200 факторов роста, но я могу вам привести несколько примеров. Так, один из этих факторов роста стимулирует выработку коллагена. Yeah, and this is again some example. We don't have to list all that, and if you want the list complete, it's here. Or Dr. Newman, one day did a list of all the growth factors which are in the serum, but it's too small to see that. And anyway, even me, I don't understand all this wording. Доктор Ньюман потрудился и составил полный список факторов роста, которые входят в сыворотку. Однако разглядеть их здесь не может даже доктор Амзалаг, но я уверена, что самые любопытные смогут проверить его где-нибудь в интернете. So yes, in fact, we have to understand what they do to the skin, these growth factors. Самое важное, что нас сейчас интересует, какой эффект производит фактор роста на кожу. And because they increase the collagen, the new collagen synthesis, they will reduce the wrinkles or the fine lines. И, как мы уже говорили, фактор роста, он обеспечивает естественную выработку коллагена нашей же кожи, и, безусловно, как следствие, у нас сокращаются морщины. They will also diminish the appearance of age spots. You know, these brown things that you have in the hands or in the face.
А вы знаете, то, что у некоторых людей с возрастом появляются пигментные пятна, и сыворотка также способствует их исчезновению. And also they will diminish the roughness, the redness of the skin of everyone. Вы знаете то, что мы сейчас живем в неблагоприятной окружающей среде, и очень часто появляется раздражение, красные пятна на коже. Фактор роста также помогает избавиться и от них. But because we have 248 different growth factors, it is normal that this serum has a broad health benefit, which, please, if you can translate all this wording, this is how the serum works. Как вы помните, сыворотка содержит огромное количество факторов роста, и каждый из них влияет по-своему на нашу кожу. Один из этих факторов способствует исчезновению морщин, другой фактор придает здоровый, хороший тонус кожи. Также происходит увлажнение, кожа становится сияющей, она приобретает необходимую, как сказать, мягкость и эластичность. So in this product, in this serum, there is only growth factors, nothing else. A little water and some preservative, and that's it. Сыворотка сама по себе на 85% состоит из факторов роста, что является очень высоким содержанием, и буквально там вода. So let me give you some examples. Someone have been selected by the company because it has been done 30 days after only the serum. Давайте рассмотрим несколько примеров, которые были отобраны. Так, вот эти люди, они использовали только сыворотку, и посмотрите, какие у них результаты через 30 дней после ее использования. There is one here, and the next one is, see, you can look at the radiance of the skin. Вы можете увидеть разницу, и вы видите, как сияет кожа. Here you have these bumps, which are slowly being reduced. Вы видите то, что у него мешки под глазами были и проблемы с кожей на щеках, и вы видите, как они исчезают. Это только через 5 дней после применения сыворотки. Here, you just a result like that, the radiance again. Вы посмотрите, ее лицо просто сияет, и это только сыворотка. Here again, same one. Посмотрите, просто прекрасные результаты. Now, the product have a very strong anti-inflammatory effect. Помимо этого, помимо всего перечисленного, этот продукт обладает очень сильным противовоспалительным эффектом. And it work on wound healing. И он очень хорошо работает на заживление. Посмотрите на эту язву на ноге. This is a treatment 2 weeks after leg ulcer with Luminesce. As you can see, it has been drastically reduced. Эту ногу лечили на протяжении 2 недель сывороткой, и вы видите, как заживает эта язва на ноге. For burn also, it worked very well for burn, not the 3rd degree burn or 2nd degree, but 1st degree burn, it worked very well. Первая степень ожогов тоже очень хорошие результаты, которые вы сами можете видеть. Вы видите, какая разница. This is an 8-day treatment of burn with Luminesce. Это всего лишь 8 дней использования сыворотки на ожог первой степени. And this is also some burn who disappear in 8 days. Вы видите то, что ожоги на этой руке, вы видите причем, что рука совсем не молодая, ожоги прошли через 8 дней. And also it works, of course, on skin rejuvenation. Безусловно, сыворотка прекрасно работает на восстановление омоложения кожи. You can see the 2 hands here. On the left, the right hands have no treatment, and the left hand have treatment for 1 month. Это 2 руки одного и того же человека, обе руки одного и того же человека. Однако на правую руку пациент не наносил сыворотку, а на левую наносил. И вы видите, какая разница.
And again, sleep after 5 weeks of treatment on this little wound here. Вы видите эти язвы, проблемную кожу, и вы видите, какие результаты после 5 недель использования сыворотки. So we did some clinical trial with an independent company, and this is what we find in both men and women using Luminesce line, which basically is a serum. And can you just give and translate the 4 line, which is here in terms of statistic? Yeah, sure. Итак, были проведены клинические испытания уже на людях по применению сыворотки, и результаты просто потрясающие. Так, 100% из тех людей, которые проходили эти испытания, порекомендовали бы данный продукт своей семье и своим друзьям. 87% почувствовали и увидели то, что их кожа выглядит гораздо моложе. Также 87% почувствовали улучшение в состоянии кожи, в ее мягкости, в том, что она стала мягкой и стала светящейся, как вы видели. И последняя строчка, 74% увидели то, что есть значительные изменения в, как сказать, опять же, мягкости, эластичности кожи. So you see, for instance, here there is a decrease in deep line, and you can translate here. After 56 days, yes. После 54 дней применения сыворотки глубокие морщины, которые обозначены синими линиями, вы видите, насколько они сократились. Here you can translate for the 52%. Здесь морщины ушли на 52%, сократились на 52% после 56 дней использования сыворотки. Next one. На следующем слайде, также после 56 дней, ушла на 44% пигментация. Также третий пример. После 56 дней сократились на 52% глубокие морщины. Okay, so you can see that the serum is a key product of our line. Is really the one which makes Jeunesse famous, and the serum and reserve have made the whole success of the company for the last 5 years. Как вы видите, сыворотка является уникальнейшим и мощнейшим, очень действенным продуктом. И скажу вам по секрету, как раз резерв и сыворотка лежат в основе успеха компании Jeunesse. So I will go a little faster for the other product because otherwise we will stay 10 hours, but I will just insist on the last one, which is the lifting mask. But first, we have a cleanser, which is a real detoxifying at the level of cellular level. О других продуктах я расскажу немного быстрее, иначе мы с вами задержимся часов эдак на 10. Давайте я расскажу сейчас о геле для умывания, который входит в очищающий комплекс и очищает нашу кожу на клеточном уровне. And then, of course, you use it every day before applying the serum, or before applying the serum. Его необходимо использовать 2 раза в день перед тем, как вы наносите сыворотку. The second one is a day moisturizing complex that we put every day for protection, hydration, and that has to be put in after the serum. Этот увлажняющий дневной крем необходимо использовать с утра после нанесения сыворотки. Итак, сначала вы умываетесь гелем, затем вытираете кожу, наносите сыворотку. После того, как она впиталась, вы наносите увлажняющий дневной крем. In the night, you replace the day cream by the night repair, which you put after the serum in the evening. So you have a protocol in the morning and the evening, which is the same, except that you replace the day cream by the night. Вечером процедура та же самая. Сначала вы умываетесь гелем, затем вы наносите сыворотку, а после сыворотки применяете уже ночной крем. Так же, как утром, просто крем вы меняете, ночной и дневной. And then you have also
a body cream which is based on the same benefit that the other product, but that is done for the whole body. Далее продукт, который называется лосьон для тела, и здесь, опять же, его функция, он восстанавливает ДНК, является антиоксидантом и действует на кожу всего нашего тела. And then we go to the ULM, which is Ultimate Lifting Mask. И следующим продуктом является новейшая лифтинг-маска. In fact, it can be used by men and women to make your skin youthful and radiant, and which to deal with a breakout or to deal with dry skin. Эта маска может быть использована как мужчинами, так и женщинами. Она делает вашу кожу моментальный эффект, который вы видите. Кожа становится моложе, она светится и очень хорошо увлажняет. So what do that? A lifting mask is a smoothing mask with immediate effect on lifting. Эта маска обладает просто моментальным эффектом, увлажняющим кожу, которая, помимо этого, она обладает лифтинг-эффектом, и вы сможете увидеть это сразу после ее применения. The key word is immediate. Здесь ключевым словом является моментальный эффект. This is the resume of all the benefit, if you can translate the words which are here, and this is the benefit of this product. Вот преимущества этого продукта, и давайте их с вами рассмотрим. Это питание кожи, маска придает ей здоровый блеск, здоровое свечение, она сокращает пятна и морщинки, моментальный лифтинг-эффект, глубокая очистка, она очень мощно борется со старением и увлажняет кожу. So what is inside? Что же находится внутри этой маски? Каковы ее ингредиенты? And maybe you can translate the different ingredients which are here. Давайте рассмотрим эти ингредиенты. Ингредиент номер 1 – тара, затем идет цикорий, полисахариды, витаминный комплекс, специально разработанный для кожи, фактор роста, извлеченный из стволовых клеток. So let's start by the first one, tara. Tara is from Peru, and it's a very specific herb which grow in the forest. Давайте начнем с первого ингредиента, который называется тара. Это растение растет только в Перу и обладает уникальными функциями. And tara is used here for doing a 3D matrix. A matrix is something which sustains the product. Этот ингредиент создает так называемую трехмерную маску и держит все ингредиенты вместе, сцепляет все ингредиенты в единое целое, в единую массу. Normally chicory is a magical plant, but we are not using that for that reason. Вообще цикорий считается волшебным растением, но мы не поэтому его используем. In fact, we are using chicory because it's rich in polysaccharide. It will reinforce the 3D matrix done by the tara. Дело в том, что цикорий очень богат полисахаридами, и как раз-таки полисахаридами он насыщает вот эту вот матрицу, которая образует массу данной маски. And of course, we are also adding some other polysaccharide, which are responsible for the ability of the skin to hydrate and to especially to retain water, even after having putting the mask. В маску также входят специальные полисахариды, которые позволяют коже, помимо того, что они питают кожу и увлажняют ее, они помогают коже удержать эту влагу, это питание после того, как маска уже была смыта с кожи.
So we have also vitamins inside, cucumber, essential vitamins, antioxidant. Также в маску входит экстракт, огуречный экстракт и витамины и антиоксиданты. So why cucumber? Because it's softening the skin. Почему же экстракт огурца? Дело в том, что он очень хорошо смягчает кожу. The blend of vitamins is extremely important in the skin. И тот микс, то сочетание витаминов, которые добавлены в маску, они очень важны для кожи, для того, чтобы обогащать ее микроэлементами. Especially a very special form of vitamin C, a stable one which we are included inside. Особую роль здесь играет витамин С, который тоже входит в состав маски. And of course, antioxidants, which are, fighting against free radicals. И, конечно же, здесь в состав входят и антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами. We have a small quantity of growth factors inside to restore the luminosity of the skin. Помимо этого, в маске содержится небольшое количество факторов роста, которые обеспечивают коже сияние, природное, натуральное, красивое сияние. So how to use it? Давайте Yes, maybe you can translate my phrase. We go faster like that. Go ahead. Нанесите на лицо маску. Сначала нанесите гель для умывания, хорошо разотрите его, а потом смойте. Then you apply a small layer of Luminesce lifting mask to the face and the neck. Затем нанесите тонким слоем на лицо и шею маску Luminesce. Then you wait 15 to 20 minutes in the morning. You can go and have breakfast and come back in the bathroom. Затем вам необходимо подождать от 15 до 20 минут. Наверное, удобнее это делать с утра, когда вы принимаете, к примеру, душ. And then you remove it, you peel off, and you wash with warm water. Затем вы ее снимаете, как показано на фотографии, видите, как будто мертвый слой кожи. После того, как вы сняли маску, умойте лицо водой. Don't worry if it's broken, it's okay. Не волнуйтесь, если это кожица, если вот ткань маски порвется, это никакой проблемы в этом нет, ничего страшного. So you dry and you apply the serum. После того, как вы вытерли лицо, вам необходимо нанести сыворотку. You use it once or twice a week. Маску необходимо использовать один раз либо 2 раза в неделю. And that's it for this product, you see? And I think I finished with the skincare line for the moment. Of course, in the next meetings, we may have to go more deeply on such product, okay? Sure. Итак, на сегодняшний вечер презентация по продукции закончена, и на наших следующих встречах мы будем говорить просто более подробно о тех или других продуктах, которые вас интересуют. So what can we, to summarize what we have said, I can say that these two products, Reserve and Serum, has been the key of our success all over the world. In every country it was the same. Reserve and Serum made the difference. Во всех тех странах, в которых Jeunesse начинала свою деятельность, именно свою работу, именно эти 2 продукта, резерв и сыворотка, сделали просто невероятные результаты, невероятные объемы и действительно изменили жизни людей. This is the 2 products that you have right now in Russia and Ukraine. I'm sure that the other product will come very soon. И как раз эти 2 продукта доступны сейчас на российском и украинском рынке, но я уверен, что вскоре и вся остальная гамма продукции будет для вас доступна.
You have a gold mine in your hands. Use it with no moderation. В ваших руках в буквальном смысле золотая жила, так что не стесняйтесь и смело используйте этот шанс. My name is William Amzallag, and I am Generation Young. Thank you very much for your patience. I am sorry again for my slides. I didn't know how to do that, but next time I will do much better. Thank you. Спасибо огромное, дорогие друзья. Меня зовут Уильям Амзалаг, и я принадлежу к поколению молодых. Спасибо огромное за ваше внимание и за ваше понимание. Сегодня не все у меня получалось со слайдами, но в следующий раз, я вам обещаю, я справлюсь лучше. Do you want to do any question, or is okay like that? It was perfect as you always do it, but there were some questions, if you don't mind, just a couple. Yes, okay. Go ahead. First of all, when we were talking about serum, growth factor, and the fact that it doesn't cause the appearance of cancer, the question was as follows: if a person doesn't know that he or she has cancer and he applies serum, whether it causes the development of cancer cells. Well, there have been many studies on that, and not only it will not grow any more cancer, or it will not speed up the existing of a hypothetical cancer, but it has been proved that a group of growth factors is protective. Is what? Protective against cancer. Means okay. A group, not one, because many companies are using one vegetal growth factors or two. We're using 248. So the group is much more potent against this type of disease than one or two. Okay. So it will be a protection. Even the skin will be protected, and in no way it will speed up the existing of cancer. Okay, thank you. I'll translate it. Итак, был задан вопрос. Если человек не знает, к примеру, то, что он болеет раком, можно ли использовать сыворотку и не вызовет ли она развитие раковых клеток? Ответ категорически нет, потому что было проведено большое количество испытаний, и и фактор роста, он не способствует росту и развитию больных клеток. Как раз наоборот, различные виды факторов роста, как вы знаете, в сыворотке их более 200 различных видов. Некоторые из этих видов, они защищают кожу от рака. Не все из них, но некоторые из них, они обладают вот такой вот функцией, такой возможностью. Поэтому нет, здесь никаких опасений быть не должно, никакого страха. Сыворотка, фактор роста, содержащийся в ней, не способствует развитию раковых клеток. Okay, question. Yeah. Well, I have just to finish that. This is the answer that I received from Dr. Nathan Newman. Mm-hmm. But you know, in America and in Europe, we always say to the people, if you have any disease, you just go to see your doctor before taking any Jeunesse product. Эту информацию доктор Амзалаг получил от доктора Натана Ньюмана, который является разработчиком сыворотки. Но в Соединенных Штатах принято, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то вы обращаетесь к своему лечащему врачу и уже от него непосредственно получаете благословение на использование тех или иных препаратов, той или иной продукции. По-другому никак, потому что такова процедура в Соединенных Штатах. Okay, next question. Okay, somebody asked if a person has a psoriasis that he got after being in Chernobyl, whether it's okay to use serum in order to heal it. Well, it is okay. We don't have yet the proof that the product is working on psoriasis. But we have strong idea that it may work because it's a strong anti-inflammatory product. Now, having from Chernobyl, I will suggest him to take also Propectin.
Окей. Отвечая на вопрос о том, можно ли использовать сыворотку для того, чтобы получить результаты, если у человека псориаз, который был заработан, приобретен из-за облучения радиации, к примеру, в Чернобыле, ответ заключается в том, что не было проведено конкретных исследований на действие сыворотки на псориаз, именно вызванный облучением, но результаты определенно могут быть, потому что у факторов роста комплексное воздействие на оздоровление, на восстановление тканей. Однако, если человек получил облучение радиационное, то доктор Амзалаг очень настоятельно рекомендует использовать также и резерв, reserve or propectin? Propectin. Окей, используют также такой продукт Jeunesse, как пропектин, потому что как раз он помогает очистить организм от тяжелых металлов и от последствий облучения. Okay. Okay, next question about, I hope I will manage to translate it correctly in English, about nail fungans, or how it calls. Fungus, yes. Yeah. Whether serum can help with that? I don't think so, or at least I have no experience on that. You know, fungus really need a special anti-fungus product, like infection need antibiotics. And in this case, we have no experience. I have no experience on that. Sorry. Вопрос относительно ногтевого грибка, может ли помочь сыворотка. Доктор Амзалаг говорит то, что, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, потому что не было проведено таких исследований, таких испытаний, в силу того, что для каждого заболевания, для каждого проблемы существует определенная сфера, определенные исследования, определенные препараты, и поэтому здесь нету такого ответа, то, что да, сыворотка поможет вам справиться с этим заболеванием. There is another question that I see, whether you need to, a person shall use propectin and reserve at the same time, or they have to use one or another. Oh, they can use together, no problem. No problem at all. Окей. Относительно вопроса, нужно ли использовать пропектин и резерв вместе или по очереди, нет никаких проблем с тем, чтобы использовать и пропектин, и резерв одновременно. There is another question, whether any product can cause allergies. Yes. Yes, many products can cause allergy all over the world. Anyone in the world can cause allergy. And yes, the skincare can cause allergy. I didn't see anyone for reserve, but it can happen. But for the skin, every skincare, some people can be allergic to. That's, I am sorry, but in this case, you have to stop and to start again with small doses. Okay. Вопрос об аллергиях. Доктор Амзалаг говорит, да, что, безусловно, у людей могут возникнуть аллергии в силу того, что у каждого человека аллергия, это, вы знаете, очень такой персонифицированный момент, потому что у кого-то аллергия на одни элементы, у кого-то на клубнику, у кого-то на йод, у кого-то на пчел, еще на что-то. Поэтому какие-то составляющие могут вызвать аллергические реакции, поэтому нужно быть очень аккуратными и просто остановить применение того или иного препарата и выяснить, что же стало причиной аллергии. Well, the problem is the following. You know, some people write me and say I have allergy to Luminesce, but they are taking serum, day cream, night cream, and everything. So the protocol is the following. When you have allergy, you stop everything. You wait until the allergy go down. And then you start by one product. And you start this product until you see if there is any reaction or not. And then you add the second one and the third one. Okay?
Окей. К доктору часто обращаются с такими жалобами. Доктор, я использую всю продукцию компании, и у меня аллергия на косметику. Дело в том, что определенная реакция может вызвать любой из продуктов. Поэтому совет доктора Амзаллага следующий. Если у вас возникают аллергические реакции, и вы не знаете, на какой продукт, остановите применение всех продуктов на какое-то время, а потом начните их раздельно использование. Применяйте, к примеру, только косметические средства. Все хорошо, идет отлично. Затем применяйте, к примеру, резерв и так далее. И еще нужно учитывать такой момент, то, что все продукты, они способствуют очищению организма. И такие реакции могут быть просто процессом очищения, поэтому обязательно пейте много воды. Организм, безусловно, зашлакованный организм будет избавляться от того мусора, который копился годами, так что помогайте своему организму, пейте много воды. Another question, whether any kind of products of Jeunesse company can influence the work of hypophysis? Hypophysis? Mm-hmm. I don't think so. Окей. Вопрос был, влияет ли продукция на работу гипофиза. Ответ доктора Амзаллага отрицательный, нет, он так не думает. Another question, whether any kind of product can cause that you gain the weight. Not really, not one. Not a single one can increase fat or can increase only when you eat too much or you don't do any physical activity. Окей. Елена, ответ на ваш вопрос, может ли способствовать продукция набору веса? Ответ абсолютно категорически нет. Никакая из продукций не способствует набору веса. Набору веса способствует тот факт, вы либо вообще не двигаетесь, не делаете никаких физических упражнений и кушаете слишком много. Либо кто-то из ваших клиентов. Так что продукция к этому никакого отношения не имеет. Наоборот, есть очень хорошие результаты по применению резерва. Люди, даже не задаваясь такой целью, худеют, и причем очень серьезные, хорошие результаты. Okay, as far as I see, that's it. There is another question whether there is something like a small textbook that has recommendations how to use all the Jeunesse products if a person has problems with health, how it's better to use, what time, what doses. I think we have it in English. It's coming. If you go to the website and you try to look at, you will see in product that there is recommendation each time for each product. Now we are building a FAQ question, frequently asked question, to answer to all that, but it will take a little time. Okay. Вопрос от Вероники относительно сборника рекомендаций по применению продукта при проблемах со здоровьем. Есть такие рекомендации для каждого из продуктов, но пока что на английском языке. И вообще в компании разрабатывается подобного вида печатная продукция, так что просто нужно будет узнать подробнее относительно того, как скоро она появится на русском языке. Okay, so I think I answered to most of your question, and if you want, you can send me email and I will try to answer to all of your questions. Dr. Amzallag, if you don't mind, just the last one, the one that we have here. Which of the products helps to fight cellulite? No one. Come on. Are you serious? No one, because it's very difficult. No one. I can't say maybe reserve, but I'm reserved on that. It means okay. I prefer telling you it's difficult. There is only one way to fight cellulitis is liposuction.
Окей. Ответ на вопрос по поводу, какой продукт борется с целлюлитом. Доктор весьма сдержан относительно обещаний по результатам об исчезновении целлюлита, и самым действенным способом является, конечно же, липосакция. Возможно, резерв, но, опять же, это образ жизни, это уровень зашлакованности организма. На этом сессия вопросов и ответов заканчивается. Если у вас есть еще вопросы, то доктор Амзалаг ждет их на почту в письменном виде. Вот относительно сборника по применению на немецком языке, это уже нужно будет выяснять на сайте, потому что доктор говорил о том, что эта информация есть на сайте. Я видела то, что есть версия сайта на немецком языке, так что, Нина, вам, наверное, лучше посмотреть это там. But I just have to add something. You know, cellulitis is extremely difficult to treat. It's a combination of good diet, good physical activity, good local treatment. Now, serum can help to reduce the pain of cellulitis. That, yes, the pain, if there is any pain, but it will not reduce the shape of the cellulitis. Окей. Итак, добавление по поводу целлюлита. Дело в том, что это элемент, с которым очень сложно бороться, потому что здесь играет роль большое количество факторов. Это ваше питание, это физические упражнения, которые вы делаете или не делаете, это также массажи, которые очень хорошо помогают. И как доктор уже сказал, то, что да, резерв может помочь, и может помочь сыворотка, но в каком смысле? Если у вас возникают болевые ощущения от целлюлита, тогда да, но это не уничтожение целлюлита, вот как скопление жировых клеток как таковых. Окей. Okay, so thank you very much, all of you. It's a pleasure to see all the people here which are listening to Jeunesse in Russia, in Ukraine, and maybe probably in other, because I see some country like Switzerland, like China maybe, or like many other country, and Italy I see one. So bye-bye everyone, and maybe next week we will see. Okay? Окей, I'll translate it. Спасибо, дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Мне очень приятно то, что вы сегодня были с нами, были на этом вебинаре, слушали презентацию. Я вижу представителей как из Украины, из России и других, даже европейских стран. Это очень приятно, и надеюсь увидеться с вами на следующей неделе. Thank you, Dr. Amzallag. Thank you very much, because the information you are giving our partners is unique and very useful, and you are doing just amazing job, and you are absolutely great. Thank you very much. And thank you, Ellen, for your fantastic translation. I know it's difficult. Thank you very much, and see you next week. Bye-bye. Thank you. Goodbye. Bye-bye.